Представители знака зодиака Лев. Львы, мои дорогие львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя со 2 по 8 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты на эту неделю для вашего знака зодиака. Конечно, будем реалистами. Не расскажут карты о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, первое, мы с вами проведем приятное время. Ну и какие-то все равно подсказки в метафорических образах карт. Может быть, через ваш внутренний инсайт. Или вашу интуицию, назовите это так, позволят просчитать какую-то вашу ситуацию на пару шагов вперед. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь. Давайте узнаем. Я приготовила уже колоду, и мы зададим вопросы. Первый вопрос у нас будет: что важно знать? Или что наиболее актуально, может быть, проиграется на неделе, или энергии недели, да, давайте посмотрим. А может быть и какое-то событие, чем вы будете заниматься, как вот видят карты Таро. Это первая карта, что важно знать, чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что же тогда нам будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, намеренно что-то скрывают, а может быть, это мы чему-то не придаем значения, а для нас как раз это будет важно тоже. Увидеть что-то. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Как видят энергетику денежную карты, а что в личной жизни. И карту совет мы достанем, подытожим все то, что достали прежде. Давайте будем узнавать, что важно знать. Очень ресурсная неделя у вас выпадает старший аркан сила. Это как энергетика карты маг, алхимик. Когда все стихии в руках, когда вот в какую сторону захотите, как будто так и развернете колесо собственной истории. И очень примечательно, тем не менее, мои дорогие львы, посмотрите, сам по себе лев изображен и девушка такая, ну, почти львица, потому что густые рыжие волосы как раз говорят о том, что энергии достаточно. Но вот эта прекрасная дева почему-то держит, ну, на такой слабой, конечно, цепочке льва. Так вот, лев – это прообраз где-то нашего эго. Или, знаете, когда нам хочется взять реванш, или когда хочется настоять на своем, когда вот как-то по-своему что-то сделать или выразить свои эмоции. И вот как раз про эмоции на короткий поводок, который надо посадить, как будто мы не должны себе помешать. Но почему вот я сказала про мага? Маг ведь по нему не разберешь, нравится ему что-то, не нравится. Каковы его вообще эмоции, его невозможно считать, предугадать, предупредить что-то, потому что он на своей волне. И вместе с тем он внимателен к каким-то деталям. Для него не существует мелочей. Поэтому, наверное, у него и получается манипулировать людьми. Потому что его невозможно предугадать, или его шаги последующим просчитать тоже невозможно. А по его лицу оно непроницаемо. Непонятно, что же он чувствует, что же он задумал, что он вообще планирует наперед. Мои дорогие львы и львицы, вот вам где-то в таких энергиях. Безусловно, если научиться таким манипуляциям, ну, наверное, в нашей реальной жизни, да нет ничего невозможного. Но вот у вас такая неделя, и, по крайней мере, даже вы люди-то как раз солнечные, открытые. Но нам говорят, вот это солнце, его надо как-то дозированно правильно рассчитать, чтобы оставить себе как энергетику, может быть, не потратить куда-то, да, вот в виде каких-то эмоций или каких-то откровений, ведь это тоже где-то все из этой же области. Мы ведь не знаем, давайте так, по-честному, мы с кем-то пооткровенничаем, а потом перевернут слова или наши откровения против нас могут сыграть. Увы, в жизни такое тоже бывает. И наша же задача же предусмотреть как будто вот такой вариант развития событий тоже. Но потенциал, он велик для вас, мои дорогие львы. Давайте узнаем неожиданности, чего не избежать. Пятерка кубков. По пятерке всегда недостаток. Вот здесь недостаток положительных эмоций. То есть есть, видимо, какое-то дело, которое
Но оно пошло либо как-то не так криво, либо, может быть, кто-то что-то сказал, как мы говорим, ляпнул, да, а мы приняли близко к сердцу. Ну, сказал и сказал. Человек пока, допустим, который нас словно какую-то словесную даже дуэль вызывает, пока мы эту перчатку не подняли, это все вот эти слова, фразы, они будут направлены в отношении конкретного человека. Поэтому главное не брать до души. И может быть это какая-то в прошлом ситуация, чаще как раз из прошлого по пятерке кубков, как вот 3 разлитых, а 2-то стоят еще за спиной. И человеку всего-то обернуться нужно. Но он уставился в эти 3, которые уже все то, что случилось. И уже анализировать-то нечего, уже все, что могло, состоялось. Но разворот вот этот вот на 180 градусов, как будто человек совершить не может. Вот такая для вас задача может быть увидеть то, как ваша возможность. Или хоть чего это касается, отношений, или отношений по работе, или в личной жизни. Есть что-то замечательное в вашей жизни, но мы можем расстраиваться по пустякам, или придавать значение большое какой-то ерунде или пустяку. И нас это где-то словно стопорит, понимаете? А здесь нужно... Случилось, оставили в прошлом, идем дальше, разворачиваемся как будто на 180 градусов. Нет того, что нам действительно может помешать. Эмоции, мои дорогие, ну вот где-то нам и говорят, не время для эмоций. Про мага я все рассказала и про карту силы тоже, что нам как бы в позиции помогает. Чему сейчас не время? Десятка кубков. Ну, очень благополучная карта, и сказать, что вот чему-то точно не время, я не могу, правда. Единственное, может быть, ведь это завершение, все же любая десятка– это какой-то итог. Может быть, какой-то итог вашей личной жизни. Вот, кстати, для кого-то из вас, вполне вероятно, мои дорогие львы и львицы, если вы со своим партнером, супругом, супругой, ну или еще каким-то партнером, хотя больше по десятке кубков, безусловно, личную жизнь показывают. Ну, мало ли, всяко бывает. Тут для всех у нас идет общий прогноз. Так вот, если вы с кем-то не договорились, да, прежде, или, ну, как-то поспорили, или был какой-то конфликт, противостояние, и вы уже думали, что, ну, наверное, все. Так нет, вот не все. Продолжение следует, как будто какая-то история будет продолжаться. И какой-то полный, вот, наверное, вот это такое вот, ну, карты радости, счастья, может быть, состояние какого-то и блаженства. Почему нет? По десятке кубков возможно все. Оно как будто не на этой неделе будет, оно будет потом, но продолжение определенно следует. В целом же, если сказать, чему сейчас не время. Не думать, как будто что это что-то завершилось. Завершилось что-то хорошее. Или если мы расстроились, вот как я сказала, из-за пустяка, то не надо думать, что это уже какой-то финал. Нет, тут нам карта говорит о большом потенциале для вас, мои дорогие львы и львицы. Давайте мы узнаем, а что же нам тогда помогает. Знаете, вдохновение нам помогает. И когда мы с чем-то определимся, когда, ну, наверное, вот как по пятерке кубков мы не видим и вот эти 2, а наша задача как раз увидеть наши возможности. И не искать где-то черную кошку в темной комнате, там ее как будто нет, а вот уделить внимание тому, что есть по факту, что сейчас на данный момент для вас наиболее важно. Не распылять свою энергию. Об этом нам ведь тоже говорит аркан сила. Нам ее надо как-то правильно расходовать. Или не пытаться, знаете, одним махом решить сразу все вопросы, все дела, там какие-то задачи. Или не ставить перед собой на неделю, мои дорогие львы и львицы. Все-таки вот это будет точно проигрываться. Не ставить каких-то невыполнимых задач. Или пытаться всем помочь. Может быть и так. Мы себя словно растиражируем на мелкие составляющие. В итоге мы какое-то свое важное дело, у вас тут действительно что-то важное стоит на повестке дня, не сумеем сделать, может быть, в том ключе или в том качестве, как мы бы этого хотели, потому что уставшие люди делают ошибки. И там-то мы тоже никакого толку не добьемся, понимаете? Вот распределить, может быть, график себе какой-то создать, чтобы вас что-то не отвлекало от дел для вас более важных, более существенных.
Что скрыто? Ну, с одной стороны, сказала бы ваш потенциал, с другой стороны, по тузу жезлов это всегда возможности. Перед вами огромные возможности. И ведь здесь, это, знаете, с одной стороны, то, чем мы хотим заниматься. По тузу жезлов это всегда так. Это может быть и какое-то известие, сообщение, когда вы понимаете, что ну вот как будто время настало. Вот сейчас как час пробил. Вот сейчас нужно что-то начинать. Или с чем-то согласиться, воспользоваться какой-то возможностью. Или мы можем себе сказать, или сейчас, или никогда. И вот эту самую мысль мы можем, как она к нам пришла, так и проводить. А тут как будто надо что-то додумать, чего-то не упустить. Нет намеренно того, чтобы от нас что-то скрывали. Или хотели бы нам поставить подножку, или сделать что-то, ну, такое, со знаком минус. Нет, тут наша главная задача воспользоваться каким-то удобным моментом, возможным шансом, каким-то предложением или еще каким-то потенциалом. Но потенциал-то весь в вас, поэтому себе не наступить на горло собственной песни своим желанием, своим целям, своим намерением. И по тузу жезлов это ведь что-то, что вам может служить долгий период времени. А как будто начало может быть просто с мысли, вот с того, наверное, собственного инсайта, который мы получаем. И мы можем начать сомневаться в себе. Ох, у меня там что-то не получилось. Когда-то. И теперь не получится. Вот такие мысли надо гнать от себя. Это точно. Вот вдохновение нам будет помогать. И когда мы как и верим в себя, так и выбираем вот что-то одно. И дальше это уже дело трудолюбия и дисциплины, что называется, получим мы это или нет. Есть такие очень мудрые слова. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот где-то такая ситуация. И, безусловно, вера в собственные силы. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Ну, посмотрите, какой огромный у вас потенциал. Мало что карта сила, карта императрица. Для кого-то правда. Вот какая-то, может быть, как примирение даже. Если вы, ну, не нашли взаимопонимания, боже мой, с кем не бывает. Теперь найдете, как-то договоритесь. Многие из пар проходят сложный период, когда все-таки как ни крути, даже если мы живем под одной крышей, партнер наш, он ведь человек, он думает как-то по-своему. И ход мыслей, логики его личной, рационализма какого-то или чувств, он тоже идет у каждого человека индивидуально. Поэтому, когда что-то не совпадает, это нормально. Главное уметь договариваться, проговорить что-то, найти вот то самое взаимопонимание. И если такое что-то было, то определенно у вас находится. У кого-то, конечно, это могут быть вопросы, связанные, предположим, все-таки по императрице проходят иногда женщины, которые более старше вас в семье. Может быть, ваша мама. Или, ну, вот есть женщина, которая оказывает влияние на вашу жизнь. Может быть, вам помогает или вас поддерживает. Значит, какая-то поддержка тогда у вас будет, если действительно есть у вас такая дама, такая императрица, которая приходит на помощь. Но это, наверное, не для всех далеко проиграется. Это даже если меня сейчас смотрят мужчины, это ваш потенциал, это перевод как отношений на новый уровень, это как забота о семье, это как возможность со всеми договориться, опять же, ведь это карта власти в первую очередь, но это не та власть, когда мы кому-то что-то доказываем. Императрица, она всегда рядом с императором, она не одна, и она благодаря вот таким энергиям более гибким. Она на всех умеет воздействовать, включая самого императора. Поэтому вот, наверное, умение обходить острые углы. Умение, с одной стороны, выслушать собеседника, а потом как-то так плавно, элегантно сделать по-своему. Либо склонить, может быть, на свою сторону, либо одним словом, любое дело обернуть себе в плюс. И вам выпадает дела, работа, бизнес. Все под вашим контролем. Вам самое главное, ну, наверное, начать как вот с самого себя, да, определиться, что же я хочу достичь. И не упустить время, я бы сказала, еще и так. Но возможности дважды у вас, мои дорогие львы, львицы, большие. И вот дипломатия как раз, если мы говорим, неделя у нас со 2 по 8. И
у нас Марс сейчас как раз путешествует по знаку Весы. И Весы – это знак дипломатии. Поэтому дипломатия в течение всей недели и вдалее, в течение коридора затмений, дипломатия в почете. Вот даже с людьми сложными, с которыми невозможно договориться, у вас как будто тоже получается. Прекрасно. И деньги, кстати, тоже есть. Императрица нищая не бывает, прямо скажем. Но мы смотрим на деньги, и нам выпадает карта завершенного успеха или совершенства успеха. Это когда мы действительно получаем благодаря нашим приложенным усилиям. Может быть, это какая-то тема по работе. У кого-то это может быть сопряжено просто с переездом, поездкой, перемещением, со сменой работы. Когда мы меняем работу, допустим, мы уходим на удаленную работу. Или с удаленной, наоборот, куда-то возвращаемся. Или работа посредством интернет, связанная с интернет, IT-сфера. Все то, что с пространством, эфиром, интернетом может проигрываться со знаком плюс. По этой карте, если мы говорим с какой-то дистанцией работа, тоже как будто нас ждет успех благодаря нашей настойчивости. Вот как раз все то, что я говорила, трудолюбию и то, что мы где-то не пасуем. Вот это мужество элемент по этой карте проходит. Дорогу осилит идущий. И у карты великолепный смысл. Все-таки карта успеха. Хотя сама карта, обратите внимание, достаточно темная. То есть мужество, да, это вот надо собраться, отчалить как будто от предыдущего берега, чтобы увидеть совершенно какой-то другой. Какие-то важные задачи у вас могут стоять, мои дорогие львы и львицы, на этой неделе. Но карта прогнозирует успех. Мы говорим про финансы благодаря приложенным усилиям. Теперь в последующем финансы пойдут в рост. Все в ваших руках. В личной жизни что? И у нас карта шут. И в этой колоде у нас шут. Удивительный шут. Он, посмотрите, он как маг тоже своего рода. Он жонглирует всем зодиаком. Мне невольно приходит всегда, когда я вижу эту карту, в этой колоде слова Эйнштейна: только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. А, кстати, в колоде Таро иллюминатов карта шута называется «Хаос перед началом творения». Вот очень символично. Видимо, нулевой аркан – это гений. А уже первый аркан у нас идет маг, ну и так далее пошло. Поэтому потенциал большой. Но мы не должны как себе навредить. Мы не должны, ну, где-то так вот изглупить, может быть, правда? Понадеяться на авось. Надеемся тут мы сами на себя с учетом такого серьезного аркана, как сила. Знаете, я всегда говорю, когда еще выпадают, будь то маг, будь то сила, наши мысли определяют то качество жизни, которое мы получим на завтрашний день. Ну, не буквально на завтрашний, имеется в виду будущее. Потому что то, что в наших мыслях сегодня, хотим мы или нет, мы словно посыл в пространство отправляем, а потом получаем в виде каких-то либо бонусов, либо разочарований. Увы, это действительно работает. И, кстати, по части Эйнштейна, он как раз это где-то через свои теории доказал. Поэтому правильность мыслей, как не поддаться каким-то разочарованиям или не сидеть и не вспоминать, что там было вчера. Это уже не имеет никакого значения. Как быть аккуратным, чтобы себе в чем-то не навредить. Как не упустить какую-то возможность. Какие-то шикарные перспективы. Будь то дела, будь то бизнес, будь то деньги. А может быть, у кого-то эта личная жизнь выходит на новый уровень. И даже если, вот повторюсь, для тех, может быть, не нашли взаимопонимания, то есть возможность как будто с чистого листа найти как ну, понимание друг друга, так и обновить словно ваши отношения. А может быть, это какое-то предложение вас ожидает, кто знает о переводе ваших дружеских отношений на новый уровень. И такое тоже может быть. А для кого-то, мои дорогие львы и львицы, новое знакомство с учетом всех этих арканов запросто может быть. Но у каждого по-своему какая-то своя история. Давайте карту совет. Шикарная неделя. Не торопитесь там, где видите, что как будто нужно время, чтобы решился какой-то вопрос, оформились документы. Или по карте семерка пентаклей это как будто у нас деньги растут на дереве.
И имеется в виду что? Понятно, что деньги не на дереве, но есть такой посыл, что ведь это как будто цикличность какая-то, которую мы не можем ускорить. И в этом значении нам карта говорит, если ты видишь, что какой-то вопрос не продвигается, как будто нужно время, может быть, человеку подумать, или, может быть, время нужно на какое-то оформление, или нужно время совершить куда-то поездку, с чем-то разобраться, ведь у кого-то и так может быть. Поэтому вот в этих вопросах мы как будто не ускоряемся. С одной стороны, мы не должны терять время, сидеть и просто пригорюнившись в воспоминаниях находиться. Но и с другой стороны, то, что сейчас вы видите, ну как бы движется со скрипом, лучше не пытаться это форсировать. Потому что, видимо, на этой неделе словно две энергии могут столкнуться. То, что мы можем сделать сами и что зависит от наших приложенных усилий. И где-то набраться терпения в тех вопросах, когда мы ускорить как раз-таки не сможем. Быть мудрым, быть магом, быть сильным, быть императрицей, которая умеет со всеми договориться, ну или каким-то иным способом все равно перевернуть для себя в плюс. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.